Мы приветствуем тебя, дорогой друг, на нашем канале. Сегодня мы попытаемся вызвать пьяного ежика. Хочу сразу сказать, чтобы что-то призвать, изначально в это нужно поверить, иначе ничего не выйдет. Сущность не проявит к тебе интерес и не выйдет на общение. Персонажей потустороннего мира достаточно много. Пьяный ежик вызывает улыбку по причине его веселого и доброго характера. На протяжении всего времени человека интересовал мир духов. Люди всегда хотят увидеть нечто потустороннее, установить с ним контакт. На Руси часто вызывали хороших и плохих призраков. Кто-то пытался таким образом привлечь удачу и богатство. Кто-то хотел узнать будущее, а кто-то пытался привлечь внимание любимого человека. Часто вызывают духов просто из любопытства или чтобы пообщаться с ними. Вызвать пьяного ежика может практически любой человек. В отличие от пиковой дамы, ритуал не несет опасности для человека и его семьи. Утверждать наверняка, что данная сущность есть, или уверять, что ее не существует, невозможно. Ученые до сих пор не могут ни подтвердить, ни опровергнуть существование потусторонних сил, несмотря на скептическое отношение большинства людей к подобным вещам. Присутствие чего-то необъяснимого и таинственного хоть один раз в жизни ощущал каждый человек. Призраков в городах и деревнях уже не одну сотню лет вызывали как взрослые, так и дети. Многие утверждают, что даже видели его. По сути, данный дух представляет собой скопление энергии, человеческих желаний, которые могут материализоваться. Этот полтергейст может выполнять желания людей. Не все, только некоторые. Например, с помощью него можно влюбить в себя человека, привлечь в дом деньги и избавить человека от алкогольной зависимости. Как привидение это делает, никто не знает, но множество людей подтверждают, что желания их действительно начали сбываться. В темное время суток пьяный ежик не боится посещать жилища людей, поэтому можно проводить ритуал в комфортной обстановке, никуда идти не нужно. Обряд проводится без молока. Реальное животное очень любит этот продукт. А вот пьяному ежу такое угощение не по вкусу. Чтобы вызвать дух ежика, действовать нужно следующим образом. Налейте жидкость в специально подготовленную емкость и поставьте в дальний угол той комнаты, в которой проводится обряд. После чего следует выключить свет. Подобные сущности приходят только если в помещении темно. Всем, кто принимает в проведении ритуала участие, нужно залезть ногами на диван или стулья. В противном случае, пока ежик будет ходить по комнате, он может сильно уколоть вас в ноги. Когда все будет готово, громко скажите трижды: «Пьяный ежик, приди». После этого подождите пару минут и снова трижды повторите слова призыва. Теперь остается только ждать. Через несколько минут должно раздаться сопение и топание. Вы услышите, как ежик громко пьет из блюдечка приготовленный напиток. Когда сущность напьется, исчезнет она, громко топая. Конечно, не всегда получается призвать сущность с первого раза. Тем более духи не любят, когда их пытаются зафиксировать на видеокамеру. Посмотрев отснятый материал несколько раз и ничего необъяснимого не заметив, мы решили повторить ритуал в другой день, точнее ночью. Пятница, 13 января.
В общем, смотрите, друзья, в прошлый раз, похоже, ничего не получилось с вызовом пьяного ежика. Мы просмотрели материал, ничего интересного не заметили. Может быть, вы, конечно, что-то заметите. Но по итогу мы решили повторить, но немножко его, скажем так, усложнить. Как вы прекрасно знаете, что вызывающие должны находиться ногами на диване или на стуле. То есть нельзя находиться на полу с голыми ногами, потому что он тебя может жестоко уколоть, а потом еще и наказать. В общем, Ирина будет находиться на диване, я буду находиться на полу. Сейчас штаны подверну немножко. У меня есть ультрафиолетовый фонарь на всякий случай, потому что мне все-таки страшно за мои ноги. Мало ли что мне может прилететь. Вот. Сейчас, кстати, да, положим еще и диктофон к миске с джином. Камера это будет писать. Ну что, пожалуй, начнем. Так, вот у нас мисочка с джином. И вот у нас диктофончик. Большой микрофон я решил не доставать. Я думаю, нам хватит и этого. Так он у нас пишет вообще. Все пишется. Все отлично. Давайте начнем. Сейчас. Так, снимаем тапки. Ну, у меня есть фонарь. Мне стрёмно. Так, сейчас я куда-нибудь встану так, чтобы... А, я штаны-то я не это. Подожди, я штаны-то я не подвижну. Чё я стою-то, блин? Сейчас. Блин. Для чистоты эксперимента. Ну, как бы... Просто понимаете, Рэмбо меня и царапал, и кусал уже, так как я его сильно очень иногда раздражал. Поэтому, в принципе, да и ежик меня колол. Ничего страшного, я думаю, не случится. Да и как бы... Короче, ладно, погнали. Давай начинай. Давай, раз, два, три. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди. Еще раз. Давай, раз, три. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди.
глаза надо закрывать? Разрешите глаза закрывать. Сейчас. Кошки. Блин, Там. у меня озноб побежал по ногам. Побежали. Твою мать. Это кошки по-любому. Ну, я не знаю, там камера установлена. А говорить-то нельзя вообще. Это... Обломали все. У меня аж волосы встали. У меня вот сами мурашки побежали по всему телу. Ну уже все, когда это заорало, уже все. Сейчас. Далее я хотел бы пояснить произошедшую ситуацию. В тот момент, который я сейчас повторил, мы услышали какой-то звук из угла, где стоит миска с алкоголем. Он был похож на мурлыканье или сопение, причем очень четкое. Ни диктофон, лежавший у миски, ни микрофон на камере этого не записали. Я подумал, что этот звук издали наши кошки на первом этаже. Но даже если бы это было и так, тогда почему звуковое оборудование его не зафиксировало? Повтор. Кошки. Блин, Там. у меня озноб побежал по ногам. Побежали. Твою мать. Это кошки по-любому. Ну, я не знаю, там камера установлена. А говорить-то нельзя вообще. Это... Я не знаю, что это был за звук. Мне показалось, что это не кошачий звук. Это не кошачий. А она могла заорать, потому что она почувствовала чужое присутствие в доме. Они же реагируют В на любом это. случае, у нас там камера пишет. Там пишет, у нас везде камера. И, кстати, На у нас... микрофоне, если что, будет слышно. А, у нас диктофон же, да, там лежит. У нас еще и на лесенке установлена камера. Теперь. Потому что В звук этот раз. был как раз со стороны миски. Ну да. Короче, а давай я сейчас вот сяду туда, ноги вытяну просто. С ума сошел. И мы вызовем третий раз. Ну, как положено. 3 раза. 3 по 3. 3 по 50. 3 по 3, короче. Ладно, давай, наверное, сделаем. Возьми табуретку, просто сядь туда с голыми ногами. Если Я- он придет, он тебя все равно покуцает. Я просто так сяду. Че, мне увидишь ж пол? Это ж пол. Ё-моё. Так, подожди, меня спину колет их чесалка. На дверь вода. Ай. Так, нормально. Сейчас, что там щелкну. Ладно, давай. 1, 2, 3. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди.
Короче, я не знаю, когда мы все это сделали, ну как бы, да, там. Лакания. Я думаю, это мой живот. Лакания. Было лакание, я сидел рядом, я показываю. Я думаю, А я тебе головой киваю то, что я слышу. Твою дивизию, думаю. Ну, смотри, как-то странно. Вообще, по тому, как прописано, да, какой вызов, мы должны были услышать шашки. Шашки и лакания. Шашки я не слышала. Топот, а в конце топот. Да, у нас только лакания. Значит, он еще тут. А мы сейчас посмотрим, уменьшилась Джин или не уменьшился? Ну, может, мы еще раз это сделаем? Ты хочешь его вообще напоить, чтобы он здесь упал и не ушел от нас? Не выливать же, как в прошлый раз, нам джин. Хоть и мисочку, но все в раковину. Так. Ну смотри, по Чеширу тоже было, что не совсем так, как вообще прописано, что он себя проявляет. Он проявил себя совсем по-другому. Я согласен, да. Но лакание было четкое. Мы послушаем диктофон, что на нем получилось. Но я тоже, я вот сидел рядом, я слышал лакание. Значит, все-таки первый звук это был его. А это заорала, потому что она почувствовала запах. Не знаю. Ну вот насчет укола или... Дальше-то она молчит. Укол или... Ну потому что мы разговариваем. Укол или еще чего-то такого подобного. Вот у меня палец большой на левой ноге. Чуть-чуть как будто так, знаешь, как еловый угол. Иголка еловый так. Ну как коснулись, да? Да. И все, больше я ничего не чувствовал. Ну, это скорее всего так. Судорога какая-нибудь. Давайте я сейчас повторю этот момент. Мы оба слышали что-то похожее на лакание из миски. Ни диктофон, ни микрофон опять же ничего не записали. Но по моей реакции видно, что я что-то услышал. Перед этим произошла еще одна очень интересная ситуация. Меня что-то кольнуло в ногу. Было похоже на укол еловой иголки. Больно не было, поэтому я проигнорировал данную ситуацию, сосредоточившись на звуках. Я заметил только на монтаже, что в момент укола у моей ноги была яркая вспышка. А как мы помним, пьяный ежик – это сгусток энергии, полтергейст. Мысли о том, что это пыль, отпали сразу, потому как она выглядит вот так и не появляется на долю секунды. Так, давай, наверное, последний раз это сделаем, и уже, наверное, на этом мы остановимся. Сейчас я встану где-нибудь. Давай я туда сяду сейчас. Ты ж боишься. Я не боюсь. Ой, да конечно. Не да боюсь. Нет, все, сиди ты там. Ну, давай я сяду туда, а ты иди туда, только носки сними. Да не вопрос. Для чистоты эксперимента. У тебя там диктофон, если что, есть, так что как бы... Ой, а я сяду наконец на диванчик. Сейчас. Может, у меня никого успеет. Раз, два, три. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди. Пьяный ежик, приди.
Нет, похоже, что все. Вообще тишина. Вообще. Просто тогда хотел какие-то вот этот звук и локальный был какой-то. Вообще ни о чем. Давайте посмотрим, что у нас там с водичкой. А не видно. Нифига, по-моему, так как было, так и осталось. Может, чуть-чуть поменьше стало. Не знаю. Я не знаю, сколько ты наливал тут. Я почти целую наливала. Если ты по края ты наливал? Ну, практически. Да, до кромки вот этой вот. А получается, что он вылокал? Да ладно. По кромке, смотри. Полсантиметра где-то нет. Ну, даже сантиметр нет. Почти по кромке я налила, потому что я несла аккуратно, чтобы не разлить это все. Надо было снять. Я не видел. Я практически целую наливала. Да ну ладно. Сейчас, ладно, свет включим, посмотрим. Так, где этот свет-то? Смотри. Столько было? Больше. Вот я наливала где-то... Как показать-то? Вот так. Практически вот до золотой полоски. Ну, я понял. Видимо, Ирина перепутала с молоком для кошек, так как перед экспериментом мы их кормили. Послушаем, что будет на микрофоне. В общем, что вам сказать по поводу этого эксперимента? Да, что-то послышалось, возможно. Но мы посмотрим, что сняли камеры. Вы, конечно же, уже это увидели. Скорее всего, я это вам уже объяснил. Ну, если честно, небольшой мандраж прошел. Сегодня пятница 13-е. Причем январь с 13 на 14, Старый Новый год. Я думаю, вы понимаете, с чем это связано. Что вся нечисть вылазит наружу, чтобы посмотреть на явление Христа народу. Поэтому, я думаю, мы все-таки что-то засняли. Ну, по крайней мере, я надеюсь, а то будет неинтересно. Вот. Что ты хотел сказать? И начали вызывать как раз в начале первого. Кстати, да. 12 начала первого начали вызывать. Ну, там в любом случае на камерах все видно. Как бы время-то можно показать. Было ли все это проявлениями или знаками присутствия духа, сказать сложно. Порой мы просто сами накручиваем себя, потому что хотим верить во что-то иное. С другой стороны, если не верить, то никто не выйдет с тобой на контакт. Палка о двух концах. В общем, спасибо за просмотр и до новых встреч.